Привет всем! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Эксперимент Офис. Часть 2». Впереди спойлеры, будьте осторожны и берегите себя. В начале идет повествование о вирусе ID7, который также известен как вирус красных глаз. В результате воздействия этого вируса основные инстинкты людей вырываются наружу, из-за чего те становятся жертвами эмоциональной агрессии. Сам вирус не смертелен, но люди, подцепившие его, становятся агрессивными и могут нанести вред другим людям. Так и произошло с первым человеком, убившим другого под воздействием этого вируса. Адвокаты Невелла Рида доказали его невиновность, так как под воздействием ID7 он не мог контролировать себя, а значит не несет ответственности за совершенные действия. Главный герой картины по имени Дерек Чо работает в корпорации Global Consulting, которой правят жадность, двуличность и моральное разложение. Несмотря на это, Дерек упорно работает, чтобы добиться успеха, которого никогда не достигали его близкие. В итоге он вознаграждается, и он получает повышение и свой угловой кабинет, как раз за то, что нашел лазейку в законе для дела Невелла Рида, которого оправдали за убийство. Направляясь в свой кабинет, Дерек слышит крики Освальда, ругающего Дженни. Парень подходит и просит отстать от девушки, иначе он продаст его жене ролик, где Освальд пялит свою ассистентку в кабинете. Утром ему звонит сестра, которая просит его приехать на ее день рождения, который будет через месяц. Дерек отказывается, так как все свое время посвящает работе, но обещает когда-нибудь заглянуть. После этого он отправляется на встречу с заемщицей по имени Мелани, которой грозит выселение за просрочку выплаты. Она просит дать ей еще 2 месяца, но Дерек заявляет, что у него нет такой власти, так как банк является только клиентом их компании, а всем заправляют партнеры. Дерек вызывает охрану, которая уводит девушку. После этого он делает глоток воды, в которой оказываются частицы вируса. К Дереку заходит Дженни, которая сообщает парню, что его собираются обвинить в ошибке при работе с клиентом Ванда Корп, с которым он даже не работал. Вирус, между тем, продолжает распространяться по офису. Дерек отправляется на встречу с исполнительным директором Карой Пауэлл, чтобы разобраться в произошедшей ситуации. У нее в офисе герой замечает свою кружку, которую она взяла без спроса. Дерек сообщает ей, что это его кружка, а клиент, с которым фирма напортачила, ее. Оказывается, что Кара подставила его в деле Ванда Корп, подделав документы. Они вместе отправляются в кабинет директора Джона Тауэрса. В лифте Кара использует свою ключ-карту, чтобы подняться в пентхаус директора, так как доступ к этому этажу есть только у нее. В кабинете Джон показывает свой рисунок, на котором 3 солдата пытаются убежать от бомбы, которая вот-вот взорвется. Тауэрс спрашивает, как можно спасти солдат. Кара рисует одного из солдат, который прыгает на бомбу, спасая других, намекая на то, что Дерек должен взять на себя всю вину, чтобы спасти компанию. Дерек рисует свою версию картины. Тауэрс просит Дерека уйти, так как он хочет обсудить все с Карой. Дерек заходит к своему другу, которому жалуются на свои проблемы с Карой. Эван предлагает позвонить ей и договориться, но Дерек признается, что она предлагала ему уже сделку, но он ее послал. В этот момент в кабинет входит Кара, которая сообщает Дереку, что он уволен и может идти собирать свои манатки. Тауэрс тем временем отправляется на встречу с советом директоров, где он предлагает уволить Дерека из-за ошибки в деле Ванда Корп. Они единогласно голосуют «за», после чего за дело берется начальник отдела кадров Лестер МакГилл, увидев которого все сотрудники разбегаются в разные стороны. Лестер просит Дерека подписать документы, чтобы перевести ему выходное пособие. Парень, взяв папку, видит, что там заявление, в котором он признается, что несет полную ответственность за ошибку с клиентом, что лишит его звания адвоката. Дерек отказывается, даже несмотря на солидную сумму, которую ему за это предлагают. После этого появляется охранник с коробкой, который должен выставить его из здания. В это время на улице появляется спецназ и медицинские работники, которые ставят все здание на карантин. Поэтому Дерек не может покинуть его, как и все остальные. Совету директоров сообщает, что у них в здании обнаружен вирус ID7, поэтому в их вентиляцию запустили антидот, так что все следы вируса должны испариться через 8 часов. Тут же в вестибюле на Дерека нападает Освальд, но ему удается отбиться. Друг Дерека по имени Эван рекомендует ему спрятаться в своем кабинете, пока вирус не уничтожит, но парень скрывается от него, как только тот отворачивается. Сотрудники компании все больше выходят из-под контроля, так как зараженных становится все больше.
Дерек пытается подняться на этаж, где у Тауэрса совещание с советом директоров, чтобы объяснить им все, но парни из лифта вытаскивают безопасники, которые начинают избивать Дерека. Колтон звонит Тауэрсу, который специально послал этих ребят, так как предвидел, что Дерек специально поднимется к нему убить его, ведь под воздействием вируса Дерека бы оправдали. Джон хочет услышать хруст костей Дерека, но на этаж залетает Эван, который сбивает одного из охранников. Колтон бьет Эвана, после чего тот напарывается затылком на здоровенный гвоздь, торчащий из доски. Колтон бьет Дерека, после чего тот теряет сознание. Парень приходит в себя в помещении, в котором также закрыли Мелани, девушку, с которой он общался по поводу просроченного заема. Девушка плюет Дереку в лицо, но парень-то тоже не промах. Дерек предлагает ей объединиться и вместе подняться в пентхаус, где засела Айрон Смит, женщина, по чьей вине девушку могут лишить жилья. Он очень хочет поквитаться с начальством, пока они под воздействием вируса. После этого Дерек звонит директору Ванда Корп, после чего те выражают желание поговорить с Тауэрсом, который тем временем принимает наркотики в своем офисе. После этого совет директоров вместе с Тауэрсом выходит с директором Ванда Корп на связь, причем в конференции по телефону участвует и Дерек, который открывает всю правду на махинации начальства. После этого Ванда Корп прекращает сотрудничество с Global Consulting. Тауэрс оказывается в ярости и посылает своих охранников, чтобы те окончательно разобрались с Дереком. Когда те входят в помещение, Дерек нападает на них и вырубает обоих. После этого они с Мелани запасаются всяким инструментом в качестве оружия, с помощью которого собираются проложить себе путь наверх. Дерек с помощью приложения на телефоне узнает о том, что у них осталось чуть более 6 часов, пока вирус не уничтожен, чтобы сделать свое дело. Парень сообщает Мелани, что подняться в пентхаус можно только по специальной карте доступа для лифта. Вначале им придется отправиться к начальнику отдела кадров Лестеру МакГиллу. С помощью его ключ-карты можно добраться до этажа, где сидит Кара Пауэлл, ключ-карта которой позволяет добраться до пентхауса. Дерек и Мелани добираются до 6-го этажа и замечают Лестера, которого Мелани тут же стреляет из гвоздомета. Однако тому удается отразить атаку, после чего он запирается в своем кабинете. На этаже появляются двое охранников, один из которых с шокером вырубает девушку. Дерек начинает прятаться от них, а Лестер выходит из кабинета и начинает избивать лежащую на полу девушку. Дерек тем временем расправляется с охранниками. Лестер, увидев Дерека с гвоздометом, который ему пнула Мелани, снова прячется в своем кабинете. Дерек выбивает дверь и вместе с девушкой входит внутрь. Парень требует от Лестера ключ-карту для лифта, и тот отдает ее. Однако затем берет ножницы и втыкает их в руку Дерека. После этого он сбивает с ног Мелани и, взяв гвоздомет, пытается убить ее. Девушке удается дотянуться до циркулярной пилы, с помощью которой она вспарывает тушку Лестера. Перед тем, как подняться в пентхаус, Дерек отправляет видео совету директоров о том, что он идет к ним, поджигая тело Лестера. Тауэрс предупреждает Кару, что Дерек поднимается на лифте, и она будет следующей. Джон просит ее уничтожить свою карту, чтобы Дерек не смог подняться на лифте до его этажа. Кара говорит, что это ее единственный козырь и единственный выход отсюда. Однако она соглашается выкинуть ключ-карту в окно, когда Тауэрс предлагает сделать ее партнером. Кара все же не выбрасывает ключ-карту, а отдает ее своей ассистентке, которую просит спрятать карту и не говорить куда. Тауэрс тем временем просит впустить внутрь спецназ для устранения Дерека, однако те отказываются по причине того, что здание переполнено неадекватными людьми. Тауэрс в бешенстве, поэтому рассылает сообщение сотрудникам, что даст $450 тысяч за голову Дерека. Дерек и Мелани добираются до этажа Кары, где та уже собрала банду еще из нескольких сотрудников, чтобы расправиться с Дереком. Дерек предлагает уйти тем, кто не хочет драться с ними, иначе они могут стать жертвами, ответственность за которых никто не понесет. Кара и ее ассистентка сразу сваливают, после чего начинается жесткое рубилово, из которого Дерек и Мелани выходят победителями. Расправившись с офисным планктоном, парочка входит в кабинет Кары и требует ключ-карту. Дерек обещает, что не тронет ее, если она отдаст карту. Кара просит ассистентку принести ключ-карту, однако та приносит лишь сожженный кусок пластика. Мэг признается, что совет директоров подозревал, что Кара может их предасть, а поэтому предложили ассистентке повышение, если она уничтожит ее. После этого ассистентка с помощью ножниц убивает Кару. Дерек посылает видео Джону, на котором видно убитую Кару. Парень радуется тому, что Тауэрс больше не услышит песни Кары. Мелани в это время машет отрезанным языком девушки. Дерек подсказывает Мелани, как сделать ее закладную на дом недействительной. Парень получает сообщение от Тауэрса, который на видео мочится на его мертвого друга Эвана. Мелани пытается успокоить Дерека, и они занимаются кексом. После такого успокоительного Дерек обращается к айтишнику Рэю с просьбой взломать компьютер Айрон Смит, члена совета директоров.
Рэй загружает на ее компьютер вирус, который удаляет все данные с него, но перед этим сохраняет копию всего, что было на компьютере Айрон. Женщина звонит Рэю, но ей отвечает Дерек, который, рассказывая о взломе ее компьютера, требует, чтобы она спустилась вниз и отдала им свою ключ-карту. Айрон сообщает Таурсу, что встретится с Дереком, но у нее есть план. Женщина встречается с Дереком и Мелани в переговорной, где планируют воспользоваться припрятанным под столом пистолетом, но оказывается, что Дерек уже нашел оружие. Тогда Айрон отдает им свою ключ-карту и требует копию своего жесткого диска, но Мелани хочет, чтобы та дополнительно подписала ее закладную. Айрон рассказывает, что может ее подписать, но потом обжалует это в суде, ведь она была под воздействием вируса и подпись будет считаться недействительной. Тогда Мелани разбивает ноутбук, на котором хранилась вся скачанная информация с компьютера Айрон. Мелани просит Дерека выйти, но тот в дверях встречается с Колтоном. Девушка отвлекается на них, и Айрон набрасывается на нее. Мелани, повалив Айрон, собирается убить тетку, но та признается, что ключ-карта не сработает без пин-кода. Колтон, тем временем достав из кармана перцовый баллончик, собирается выжечь глаза Дереку, но парень набирает кислоты в рот и брызгает в лицо охранника, после чего убивает его. Айрон соглашается сказать код доступа к лифту, но при условии, что Дерек отдаст ей Мелани, чтобы она могла поквитаться с ней за уничтожение всей информации на ноутбуке. До окончания карантина остается всего 25 минут. И если Дерек будет долго принимать решения, он попросту не успеет. Дерек вырубает Мелани, после чего связывает девушку. Поцеловав Мелани, он вместе с Айрон направляется к лифту, который вводит код доступа для пентхауса. Перед тем, как двери закроются, Дерек показывает в руке винтики от стула, к которому была привязана Мелани. Дерек добирается до комнаты, где его ожидает Тауэрс и совет директоров. Они аплодируют ему и предлагают партнерство в обмен на то, что Дерек оставит их в покое. Парень отказывается, после чего начинается драка, в ходе которой Дерек сбрасывает Тауэрса вниз. Дерек рассказывает совету директоров о своей ситуации. Характеризуя себя как преданного работника, он просит совет взять его обратно на работу, и те предлагают ему освободившееся место директора. Дерек соглашается, но только для того, чтобы подписать закладную Мелани, после чего тут же сообщает совету, что увольняется.